России нечего терять, и она распадается. Почему Песков готов поддержать украинцев и за что подожгли завод КАМАЗ? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Оккупанты продвигаются вперед, но окно возможностей закрывается американской техникой и обученностью сил обороны Украины. Сегодня командование принимает все меры для того, чтобы усилить те участки, на которых, к сожалению, есть то самое тактическое продвижение врага. Экс-министр иностранных дел Литвы анонсирует атаку на Крымский мост, а россияне прикрываются людьми и создают там очереди. Когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях. 2 украинцев в Германии зарезал гражданин России. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте нажимать на кнопочку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу. И не забывайте подписаться на канал, это тоже очень важно. Поехали. Российские паблики пишут об ударе по своим военным объектам в Крыму на мысе Тарханкут. Пишут о поражении систем ПВО на оккупированном полуострове. Официальных подтверждений пока нет, но без причины российские Z-паблики редко признают потери и попадания. Правда, они пишут, что нанесен был удар атакамсами с кассетной боевой частью. Эта информация тем более пока не подтверждена. К тому же в России загорается и просто так. К примеру, утром в Набережных Челнах горел сборочный цех главного завода КАМАЗ. Об этом сообщают местные медиа. К слову, если у вас нет фото с Крымским мостом, у вас пока еще есть возможность сфотографироваться, но она может оказаться последней. Пост с таким текстом и посылом выложил в сеть посол Литвы в Швеции, намекая, видимо, на поставки дальнобойных ракет Киеву. На это, конечно, отреагировала российская дипломатия потоком слов от Дмитрия Полянского. Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на Северном потоке, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских баллонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях. Российская дипломатия снова произносит в ответ больше слов, чем сказано послом Литвы в Швеции. Значит ли это, что Россия действительно переживает о том, что слова Линкявичуса могут оказаться правдой? И связаны ли как-то пробки на Крымском мосту последние несколько дней с вероятностью обстрела? То есть используют ли россияне людей как живой щит? Там все воскресенье очередь в несколько сотен машин, от 200 до 600, и не уменьшается. У многих политиков на Западе появился азарт пересечения красных линий. То есть то, что раньше казалось, причем, что интересно, эти линии были нарисованы самими же западными политиками, что нельзя об этом говорить, сейчас понимают, что почему бы и нет. То есть разговоры о Крымском мосту ведутся. Они ведутся с самого начала полномасштабной войны. Были определенные атаки, но они не имели существенного значения для Крымского моста. Но это же опять-таки временно. То есть сейчас есть четкое понимание того, что он должен быть уничтожен. Безусловно, мне бы хотелось бы, чтобы было решение суда, где было сказано, что это незаконный объект, который должен быть снесен. Вот если такое решение будет, это будет прекрасно. Как минимум юридическое основание. Далее, Россия, конечно, хочет иметь живой щит, то есть своими гражданами прикрывать Крымский мост. Но, как говорят многие эксперты, и в том числе, пусть и оппозиционные, но российские, что ездить в Крым, но это, по сути, нарушает законодательство Украины. Если вы готовы рисковать своей жизнью, а вы видите, как в Крым сейчас все больше прилетают то ли дроны, то ли ракеты, то ли разные объекты, то это каждый человек сам решает, рисковать своей жизнью либо нет, но, наверное, это делать не стоит. То есть поэтому надо готовиться к тому, что такой удар, возможно, будет. А если там будет жертва, это будет ответственность Российской Федерации, потому что она должна предупредить своих граждан, что в связи с возросшей угрозой желательно не пользоваться мостом. Пример Украины, которая недавно из нескольких больниц в Киеве вывела детей, это детские больницы, поскольку в Беларуси было сказано о том, что там могут в этих больницах лечиться какие-то военные. России тоже нечего терять. Французский генерал объясняет свое видение того, что будет, когда Федерация проиграет войну. Генерал говорит, что это неизбежно приведет к распаду России.
Кроме того, когда ослабнет центральная власть, этим воспользуются власти на местах. Я думаю, мы увидим множество деклараций о независимости со всех сторон. И касательно российской армии, это фикция. Во Франции есть одна армия и одно министерство обороны. В России есть 3 министерства со своими армиями. Министерство обороны, МВД и ФСБ. Это полноценные армии с танками, с вертолетами, самолетами, артиллерией и так далее. А еще там наемники Вагнера, кадыровцы, ЧВК «Патриот» и прочие. Иными словами, режим Путина создал систему, аналогичную ситуации в Ливане в 1973 году. Армия, Хизбалла, Амаль, прочие группировки. И олигархи, которым тоже нужны свои армии. Да, у каждого своя армия. То есть, в случае падения власти в Москве, при наличии разных желающих получить независимость, на что есть свои причины. При наличии границ, проведенных крайне запутанно. Вместе с нацменьшинствами, которые разделены этими границами, как сербы и хорваты в Боснии, в итоге мы получим Югославию, умноженную на 10. И для меня это развитие событий практически неизбежно. Война с Украиной – это блюдо на закуску. Дальше будет основное меню – распад России, который режим Путина своей войной сильно ускорил, лет на 5. Генерал добавляет, что распад России будет намного кровавее, чем распад СССР. До этого этот сценарий никто не рассматривал, а сейчас о нем говорят. Насколько он будет кровавым, посмотрим. Боялись, что распад СССР будет кровавым, он не был таким уж кровавым. Да, можно вспомнить войну в Карабахе между Азербайджаном и Арменией, можно вспомнить Молдову и Приднестровье. То есть определенные, конечно, истории были. Но сказать, что они имели масштабный характер, такого не было. То же самое вполне возможно будет и сейчас. Да, безусловно, надо будет понимать, как существовать тем странам, которые, скажем так, смогут появиться на обломках России. То есть те, кто имеет выход к границам, им проще, и не смогут построить отношения с соседствующими странами. Калининградской области еще проще. Она, скорее всего, и вовсе захочет как-то так либо в ЕС вступить, либо стать частью, там уже надо будет определяться. Раньше мы все говорили о Калининграде как о Кёнигсберге, а из-за молчания Германии, по сути, сейчас уже о нем говорят как о Краловце, городе, основанном чешским королем, и который входил в состав Польши. То есть тут уже претендентов, кроме Германии, еще и Польша и Чехия. То есть, ну и к тому, что здесь хотя бы есть визия того, что будет. А по центральной России очень сложно. Удель-Урал – это республики Татарстан, Башкортостан. Тут тоже какое-то видение есть, там нет выхода к границам, это усложняет вопрос, но тут уже надо будет работать с Турцией, поскольку это как раз тот самый тюркский мир, о котором Турция говорит, и здесь вполне возможно тоже будут какие-то движения. Оккупанты могут успеть получить значительное тактическое преимущество, пока американская помощь не поступила в Украину. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, но украинские войска, обученные и с западным вооружением, смогут сдержать российский натиск. Хорошо оснащенные украинские войска, скорее всего, смогут предотвратить оперативно значимое продвижение российских войск во время ожидаемой летней наступательной операции России. Хотя российские войска, тем не менее, используют отдельные преимущества и адаптацию, чтобы создать значительную угрозу для Украины этим летом. Вместе с тем, россияне полагаются на численное преимущество и несут такие потери, которых украинская армия не смогла бы выдержать. Как следует из карт, опубликованных ОСИНТ-исследователями Deep State, россияне продвинулись вперед в районе Очеретина, оккупировали Бердычи и продвинулись в Кисловке. Кроме того, продолжаются бои в Красногоровке и Новокалиново. Ситуация остается динамичной, и мы видим заявления некоторых пабликов, некоторых так называемых международных экспертов о том, что вооруженные силы Украины истощены, потеряли там очередной населенный пункт. Ну, во-первых, Россия использует свою тактику выжженной земли. Россия продолжает на наиболее жестких участках фронта использовать авиационное вооружение, авиабомбы, то, что помогло им продавить Авдеевское направление именно по Авдеевке. И, собственно, это продолжается на направлении Часов-Яр. Собственно, это продолжается на направлении Бахмутском. И сегодня вооруженные силы Украины
информируя партнеров о том, что нам необходимы не только боеприпасы, но и вооружение, говорят о том, что сегодня командование принимает все меры для того, чтобы усилить те участки, на которых, к сожалению, есть то самое тактическое продвижение врага. Песков собирается поддержать Украину. Говорит, панику на войне нужно поддерживать. Ссылается голос Путина на каких-то своих друзей и родственников, которые возвращаются с войны и рассказывают о панике в рядах защитников Украины. Интересно, а с войны возвращаются только те, кто дружит с Песковым? Смотрите, с украинской стороны на фронтах нарастает паника. Может быть, мне не совсем верно об этом говорить, да, потому что это все-таки касается хода специальной военной операции, это должны говорить наши военные. Но у нас у всех друзья наши, да, давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск, рассказывает, кто-то из них делится там по телефону, в письмах и так далее. И эта информация прямо с первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения. А то, что та сторона, а говорят та сторона, я имею в виду, это коллективный Запад плюс один, я бы так и назвал уже ту сторону. То, что та сторона будут нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать. Кажется, два разных мира в российском эфире и на поле боя. Тюменская область продолжает тонуть. Уровень воды в реке Ишим поднялся утром в воскресенье за 6 часов на 20 сантиметров. И говорят, это не предел. 4 населенных пункта пришлось даже эвакуировать. Губернатор говорит, что уровень воды вырос во всех критических точках сразу. Но российская МЧС говорит, что уровень воды в некоторых водоемах, к примеру, на реке Тобол у Кургана, начнет постепенно спадать. Видимо, именно поэтому дамбы начали укреплять и даже отправили туда пропагандистов. Вот по этому дорожному знаку «Главная дорога» видно, какую высоту составляет вот эта насыпная дамба, которая сдерживает федеральную трассу Тюмень-Омск от прибывающей реки Ишим. За моей спиной сейчас проводятся работы по дополнительному укреплению части федеральной автодороги Тюмень-Омск. Сейчас рабочие устанавливают специальные сваи для того, чтобы дополнительно еще насыпать грунт в этой части. Напротив того места, где устанавливается сваи, будет завезен еще грунт для укрепления насыпной дамбы. Вот в этой части федеральной автодороги Тюмень-Омск также принимаются меры по дополнительному ее укреплению. Россиянин в Германии убил 2 украинцев. 57-летний гражданин РФ с ножом напал на украинцев в Баварии. Один погиб на месте, а второй погиб в больнице города Мурнау. По данным полиции, россиянин как раз живет недалеко от места преступления. В рамках немедленного начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу, недалеко от места преступления. В полиции не называют мотивов, но говорят, что дело уже сегодня должно быть передано в прокуратуру Мюнхена. Польша готовится к реформе в армии. В Министерстве обороны страны думают, как сделать так, чтобы к 2039-му в активном резерве было порядка 150 тысяч человек. Сейчас мы убеждены, что возможная война будет долгой и кровавой, и большинство кадровых военных не увидят ее конца. Ее будут завершать резервисты. В этой сфере в следующие 2-3 года польский генштаб прогнозирует большие изменения. Там собираются сместить акцент с пассивного резерва на активный резерв, который постоянно имеет связь с конкретными подразделениями, участвует в их жизни, а это будет означать и изменения в качестве подготовки и доступе к оборудованию. Я хочу напомнить, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Практически все наши видео не монетизируются YouTube по правилам этой платформы, поэтому исключительно из-за вашей поддержки мы можем снимать новые видео. Как присоединиться к нашей команде, можно оформить донат или спонсорство, можно нажать на кнопочку «Супер спасибо», и тем самым вы поддержите нас и поддержите наше с вами развитие. Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите, не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.